Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои дорогие подписчики и гости канала. Опять я продолжаю утилизировать обрезки, которых у меня очень много. И в этот раз я хочу сделать полотно в технике Боро. Я вот уже разложила свои кусочки, обрезочки, полосочки всякие, так как мне нравится. И теперь я думаю, а как мне их закрепить, чтобы можно было как-то их пришивать, вышивать. Я их разложила вот на основу, вот на такого черного цвета, ткань просто у меня. Иголочками все скалывать мне не хочется, потому что потом, когда вышивать, мне эти иголки, пришивать как бы эти все заплатки одно к другой, эти иголки, конечно, будут мне колоть. В некоторых местах я вот краешки загладила, чтобы они меньше сыпались. В некоторых ничего не заглаживала, но может быть еще заглажу. Вот здесь вот заглаженный краешек. Вот здесь вот заглаженный. То есть, так, чтобы, конечно, в этой технике могут нитки торчать, но если они уж сплошные нитки будут торчать, мне кажется, что это будет не очень красиво. Короче, я как-то вот кое-где позаглаживала такие самые сыпучие ткани. Вот здесь вот у меня кромка, поэтому я ничего не делала. Дальше не рассыпется. Я решила, что возьму я паутинку. И паутинкой кое-где позакрепляю. Так, чтобы это все, нитки какие-то поналипли. Так, чтобы все это было у меня более-менее вместе. А потом уже тогда можно будет и булавочками скрепить, где-то подзашить сначала на машинке. Допустим, по краю я вообще планирую вот по периметру полностью на машинке прошить, чтобы края держались. И я просто беру паутинку, подкладываю снизу под кусочек, который у меня сверху, и приглаживаю утюгом. Вот. Потом следующий краешек также. Можно так даже, чтобы вот этот вот захватился кусочек. Ближе к концу моей вот этой эпопеи я поняла, что паутинки много не надо, что достаточно в некоторых местах прям сантиметрик положить. И так вот буду продолжать, пока все не приклею, чтобы у меня вот эти кусочки хотя бы как-то держались. А я хотела бы напомнить вам не забыть подписаться на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы смотрите в YouTube, то не забудьте нажать колокольчик справа от кнопки подписаться. Он такой маленький, серенький. Если вы его нажмете, то будете получать уведомления о моих новых видео и не пропустите ничего интересного. Паутинка у меня закончилась, поэтому я уже последние, там, где у меня не закрепилась, я прикрепила булавочками. И я переворачиваю теперь свое полотно и обрежу по краям, там, где у меня вот выглядывают мои лишние кусочки. Просто срежу их, чтобы я видела, где мне прошивать по краю потом. Эти маленькие обрезочки пойдут в будущую пиццу. Вот так это все теперь выглядит. Фу, а я-то думала, как мне быть, чтобы можно было это все переносить, как-то кантовать. Вот, и вот придумала, что можно на паутинку же. Это же здорово. И вот то, что я краешки подвернула. Может быть, и не нужно, но мне показалось, что так будет получше, потому что, какие-то тут будут сыпаться все равно. Может быть, меньше они будут сыпаться, потому что я же еще буду это все дело стягать. Вот там, где я булавочками скрепляю, я их буду, эти места, прошивать первыми. Я имею в виду, когда я буду стягать. Получается, я вот из центра начну. С края, но из центра. Вот, теперь я просто вот по периметру обработаю зигзагом, прошью, чтобы это все хотя бы по краям держалось. Я прострочила зигзагом и решила добавить еще немножечко поярче кусочков. Добавила 3 сиреневеньких кусочка. Один у меня вот из льна, я завернула краешки. И 2 вот сатин. Они не заворачивала я никакие края, ничего не заглаживала. И вот такой вот кусочек. Вот все вместе выглядит вот так. И теперь буду пришивать потихоньку все свои кусочки, заплаточки. Я уже частично закрепила некоторые кусочки и продолжаю
пришивать. Конечно, может, я неправильно. Я как поняла, так и делаю. Я видела в интернете очень много фотографий, пересмотрела техники Бору. И кто-то вот закрытые края делает, кто-то открытые. Но у меня вот получается смешанные. И какие-то краешки закрыты, какие-то открытые. Я так думаю, что прям вот жестких правил здесь нет. Заплатки, они и есть заплатки. Как хочешь, так и делай. Некоторые я вот таким вот стежком обметочным. Те, которые я считаю, что будут сыпаться ткани сильно, я их обметочным стежком обшиваю. Я хожу вокруг стола, на котором лежит моя заготовка. И то с одной стороны пришью, то с другой. Это дело, конечно, не быстрое пришивать вручную, но это такой релакс вот для тех, кто, как говорится, для тех, кто понимает. Кому-то понравится, кому-то нет. Если обратите внимание, вот на этот сиреневый кусочек я пришивала синими нитками, так, чтобы это было как-то заметно. Я думаю, что должно быть... Может быть, и не должно быть, но мне показалось, что так симпатичнее. Когда более-менее контрастными нитками пришиваешь вот эти вот заплаточки. Можно разные цвета добавлять из тех цветов, которые есть в нашей заготовке. Нитками я шью обычными швейными. Вот здесь кажется белыми, но они не белые. Это вот такие вот бежевые. Вот, ну, обычные нитки. И вот синими вот здесь вот я прошивала. И вот тут вот розовенькие. И буду еще, наверное, другие цвета использовать. Я сначала думала, что иголка нужна длинная, чтобы вот это вот как можно больше стежков сделать. Но потом поняла, что аккуратнее получается. Вот у меня иголка тоненькая, 4 сантиметра в длину всего, небольшая. Ей более аккуратные стежки получаются, не замахиваешься на много, и в результате получается посимпатичнее немножко. Зрение у меня уже не прям вот хорошее, поэтому я пользуюсь нитковдевателем. Вставляю в ушко иголки. Я вообще не знала, как им пользоваться, но мне наконец-то помогли в магазине рукоделия. Девочки хорошие подсказали. И вот все готово. Красота вообще. А я столько упустила. Я вообще люблю иногда вручную пошить, но не шила из-за того, что нитку в иголку вдеть не могу. А кроме этого еще сколько сил потрачено и нервов, когда по 15 минут стоишь, руки подняты, и уже устали руки, а нитка в иголку не вдета. Там, где паутинка, там пожестче получается края, но нормально все равно протыкается. Мне тут мои зрительницы говорили, что ну как же так, я без наперстка. Но я вот не привыкла с наперстком. Я же не швея, никогда не училась этому. И, конечно, мне непривычно все, но, может быть, я и когда-нибудь куплю наперсток и попробую, чтобы руки не колоть себе. Я закончила пришивать все свои заплаточки. Вроде бы ни одного не пропустила, все швы закрыла. В следующем видео я буду расшивать эту заготовку. А здесь, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.